Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 150 интересных фактов о волках. Из этого видео вы узнаете следующее. Бывают ли голубоглазые волки? Как в прошлом европейцы с помощью волков могли облегчить родовую боль? Почему волчий хвост называют поленом? Как устроена волчья стая изнутри? До какой скорости способны разгоняться волки? Как отличить след волка от следа собаки? Способны ли волки напасть на медведя и победить? Как волки проявляют нежность друг к другу? Какой вид волков лучше других размножается в неволе? Как Йеллоустонский национальный парк чуть не погиб, но был спасен волками? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Волки – одни из самых загадочных и удивительных существ на Земле. Свирепые хищники, проявляют потрясающие навыки во время охоты, а также восхищают верностью и заботой по отношению к своей стае. Однако это далеко не все. Скорее смотрите наши новые видео с интересными фактами об этих прекрасных созданиях. 1. В 2008 году исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что мутации, связанные с появлением черного меха, встречаются только у собак. Таким образом, черные волки – не что иное, как потомки гибридов. Чаще всего такие волки встречаются в Северной Америке. 2. В тех районах, где волки были подвержены массовому истреблению, процветали койоты. Последние исследования показали, что 22% всех койотов Северной Америки являются потомками волков. Такие звери, как правило, крупнее обычных койотов, но меньше волков, а также отличаются чрезвычайной хитростью. В них сочетается отсутствие страха перед человеком, ярко выраженные волчьи инстинкты и высокий уровень агрессии. 3. Волки никогда не упускают шанса поесть. Зачастую, живя в самых суровых уголках планеты, волки поедают своих раненых или больных сородичей. Кроме того, волка, угодившего в капкан, охотникам следует забрать как можно скорее, поскольку очень велик риск того, что другие волки обнаружат его и съедят. 4. Некоторые волки могут достигать веса в 100 кг. Размеры волков растут экспоненциально по степени отдаленности от экватора. Тропические волки часто бывают такого же размера, как и обычные собаки, но волки Крайнего Севера в среднем превышают вес в 60 кг. 5. Хотя волки и не являются главными переносчиками бешенства, они могут легко подхватить его от енотов и лисиц. В отличие от других животных, которые при заражении впадают в летаргию и становятся дезориентированными, волки мгновенно впадают в ярость. Большинство случаев нападения на людей спровоцированы именно бешенством, а стремление волков укусить за шею или голову нередко приводит к тому, что вирус бешенства попадает в мозг человека намного раньше, чем будет оказана медицинская помощь. 6. Волки Америки менее склонны нападать на людей, чем их остальные собратья. Исторические записи свидетельствуют о более 3000 человек, убитых волками во Франции в период между 1580 и 1830 годами. Не отстают от них волки Индии и России. В США и Канаде, напротив, существует крайне малое количество официально подтвержденных случаев нападения волков. 7. Несмотря на тесное родство,
Волки воспринимают собак в основном в качестве добычи. В России одно время бродячие собаки служили основным продуктом питания для волков. 8. Чума, опустошившая Европу в средние века, стала причиной напряженных отношений людей и волков. В те времена трупы намного быстрее уничтожались именно волками, а не огнем или погребением под землю. Такие методы захоронения привили вкус человеческой крови целым поколениям волков. Вероятно, именно с этих пор волки включили человеческое мясо в свое меню. 9. Оспа, принесенная в Америку европейскими поселенцами, оказала катастрофическое воздействие на местных жителей. Ее жертвами стали от 80 до 90% всех людей, населявших континент. Чувствуя легкую добычу, волки нападали на индейские деревни, пожирая тела беспомощных больных. 10. Как мы уже говорили выше, волки едят почти все. В отличие от медведей или крупных кошек, у волков нет анатомического оружия, способного быстро убить жертву, поэтому они поглощают добычу живьем, набрасываясь всей стаей и отрывая куски плоти. 11. На территории нашей страны чаще всего встречаются обыкновенный волк и тундровый. 12. Благодаря исследованиям ученых удалось выяснить, что волки способны различать голоса людей. Когда животное слышит знакомый голос, оно поднимает голову, поворачивается в ту сторону, откуда доносятся знакомые звуки, и делает жесты, которые тут же показывают, что волк узнал голос. 13. Известно, что викинги славились безумной яростью во время боев. А для поднятия боевого духа перед сражением они пили кровь волков и надевали волчьи шкуры. 14. Самые ранние изображения волков были обнаружены в пещерах, которым более 20 тысяч лет. 15. У волков очень хорошо развито обоняние, примерно в 100 раз лучше, чем у человека. Они способны распознавать около 200 миллионов различных оттенков запахов и находить добычу на расстоянии до 3 километров. 16. Волчата рождаются с голубыми глазами, а через 8-16 недель их глаза приобретают золотисто-желтый или оранжевый оттенок. 17. Беременность волчицы обычно длится от 62 до 75 дней. Как правило, самка уединяется в логове, где на свет появляются от 3 до 13 волчат. 18. При рождении волчата глухие и слепые, первые несколько недель они не покидают логово. Обычно глаза открываются только на 10-15 день. 19. В природе в одной стае может быть от 3 до 40 особей. В волчью стаю входят пары родителей и их детей, а также одинокие особи. 20. В рацион этих животных входят копытные животные. За один прием пищи взрослый голодный волк может съесть до 10 кг мяса. В некоторых случаях они могут питаться и падалью. 21. Волки прекрасно плавают и с легкостью могут преодолеть расстояние в 13 километров. 22. Среди семейства псовых самыми маленькими представителями считаются арабские волки. Взрослые самки могут весить всего 10 килограмм. Этот вид раньше обитал на Аравийском полуострове, а в наши дни проживает на территориях Южного Израиля, в Иордании, Саудовской Аравии и Йемене. 23. Волки общаются между собой при помощи воя, лая или рыка. Когда член стаи теряется или отстает от стаи, один из волков забирается на гору и начинает выть. 24. Как правило, волков в большинстве случаев сопровождают вороны, чтобы доесть оставшуюся после хищников добычу. 25. В прошлом европейцы использовали специальный порошок, изготовленный на основе волчьей печени, чтобы облегчить родовую боль. 26. Первыми животными, попавшими под охрану исчезающих видов, стали именно волки. В наши дни они занесены в Красную книгу. 27. Волки-одиночки намного менее опасны, чем целая стая этих зверей.
И дело не только в их количестве, без сородичей волки далеко не так смело себя ведут и вообще становятся очень осторожными. 28. Полярный волк способен выживать в настолько суровых климатических условиях, что подавляющее большинство других млекопитающих не протянуло бы там и нескольких дней. 29. Еще недавно существовали уникальные сумчатые волки, водившиеся на Тасмании, принадлежащем Австралии острове. Но последний из них умер в прошлом веке. Сейчас австралийские ученые пытаются возродить вид с помощью клонирования, используя ДНК, извлеченные из заспиртованных образцов. 30. Волкосоп – это гибрид собаки и волка, который обладает наиболее высоким интеллектом, большой выносливостью и развитым чутьем. Волкособы могут встречаться и в дикой природе, когда волки не относятся к бродячим собакам как к конкурентам. 31. Волки – одни из самых преданных существ. Как правило, они выбирают себе пару и образуют связь на всю жизнь. В случае гибели одного из партнеров, второй обычно проводит остаток дней в одиночестве. Некоторые представители находят замену, но это встречается довольно редко. 32. Эти животные крайне свободолюбивые существа. Они практически не поддаются дрессировке. Конечно, известны случаи, когда волк подчиняется человеку, однако это безумно долгая и сложная работа. 33. Обычно для выведения потомства волки создают логово, где самки занимаются воспитанием своих волчат и никуда от них не отходят. Самцы в это время добывают пищу для кормящих матерей. В воспитании также принимают участие все члены стаи. 34. Раньше считалось, что в каждой стае существует иерархия, на вершине которой находится доминирующая пара, затем взрослые особи, далее одинокие волки и на последнем месте щенки крайнего помета. Однако некоторые исследования показали, что это распространяется только среди волков, живущих в неволе. 35. Также исследователи определили, что волки испытывают страх и беспокойство при виде развивающейся на ветру ткани. Вероятно, это связано с тем, что волки не могут распознать необычные движения ткани. 36. Зачастую многие фермеры прибегают к использованию различных лент и флагов, чтобы отпугнуть хищников от стад. 37. Для волков снег не является преградой, и они довольно быстро передвигаются по нему, благодаря перепонкам, расположенным между пальцами лап. 38. У этих животных на передних лапах расположен рудиментарный пятый палец. Он выполняет свою функцию, помогая волку захватывать добычу. 39. Волки могут обходиться без пищи до нескольких недель. За это время они нагоняют аппетит, и по этой причине, как мы уже упоминали выше, за один присест они способны съесть большое количество мяса. 40. В 1927 году французский полицейский был осужден за расстрел мальчика, которого он посчитал за оборотня. В том же году во Франции был убит последний дикий волк. 41. Волка легко отличить от шакала или койота по его большой и крайне выразительной морде. Ученые отмечают, что у этих животных прослеживаются более 10 мимических выражений. 42. Самые маленькие представители волков живут на Ближнем Востоке, где достигают массы не более 30 килограммов. Крупнейшие волчьи особи обитают в Канаде, на Аляске и в России, где они набирают массу до 80 килограмм. 43. Полено – именно так охотники называют волчий хвост, поскольку он длинный, толстый и всегда опущен вниз, что не скажешь о собачьем. 44. Помимо этого, хвост этих хищников является своего рода языком волков. Его положение и движение говорит о статусе животного в стае и о его настроении. 45. Иногда волки кажутся массивными, так как у них несколько слоев меха. Первый слой шерсти защищает волков от грязи и воды, а второй подшерсток включает в себя так называемый пух, который согревает животное.
46. Волки издают определенные сигналы к нападению. В основном это делают вожаки стаи. Вы наверняка знаете, как рычит разъяренная собака, когда хочет на кого-то напасть. Так вот, похожие звуки издают и волки во время призыва к атаке. 47. Многие задаются вопросом, как отличить лай собаки от лая волка. У собак он обычно долгий, выразительный и частый. У волков же он более короткий. 48. В стае серых волков размножается исключительно доминирующая пара. Как правило, спаривание приходится на зиму и весну. 49. Половая зрелость волков всегда зависит от вида и места обитания. Так, серые волки готовы к размножению в 2-3 года. 50. В дикой природе эти хищники могут жить до 15 лет. Однако средняя продолжительность их жизни составляет примерно 6 лет. Чаще всего волки погибают от голода, болезней и ранений, полученных во время схватки со своими сородичами. В неволе волки могут прожить 16 лет. 51. Волков относят к одним из самых опасных хищников, и по этой причине на протяжении многих столетий они активно преследовались. В наши дни многие виды находятся на грани исчезновения. 52. Они играют важнейшую роль в экосистеме. Волки контролируют численность животных и уничтожают слабых или больных особей. Несмотря на это, в некоторых регионах эти животные являются настоящей проблемой, нанося колоссальный вред охотничьему хозяйству и животноводству. 53. Эти хищники могут переносить такие серьезные заболевания, как бешенство, сибирская язва и эхинококоз. Это является еще одной угрозой для домашних животных и причиной, по которой раньше волков активно истребляли. 54. Койот или луговая собака принадлежит роду волков и является среди них самым спортивным представителем. Он может разгоняться до 50 км в час, а на коротких дистанциях до 65 км в час. 55. В мире Гарри Поттера был оборотень Ремус Люпин, имя которого напрямую связано с латинским словом «лупус» – «волк», а вот фамилия, скорее всего, произошла от Рема, основателя Рима, который был вскормлен волками. 56. В ночное время первым, что можно увидеть, так это яркие глаза хищника. Дело в том, что их глаза наделены светоотражающим слоем тапетум лусидум, который имеет больше палочек, чем колбочек. Это делает глаза волков светящимися в темноте и позволяет им хорошо видеть ночью. 57. У волков довольно высокий уровень умственного развития. Это помогает им ориентироваться в окружающей среде, избегать опасность и охотиться при помощи самых разнообразных способов. 58. Если волк почувствовал, что заболевает какой-нибудь инфекцией, то он покидает свою стаю. Таким образом, волк предотвращает распространение болезни. 59. Волк является территориальным животным. Если встречаются две стаи, как правило, это приводит к схватке, которая может обернуться печальными последствиями. 60. Между соседствующими волчьими кланами возникают частые стычки за территорию. В таких боях в основном убивают не всю стаю, а только ее вожаков. 61. За ночь волк может пройти расстояние в 80 километров. 62. Интересен факт, что волки могут прыгать на высоту до 5 метров. 63. У волков плохое зрение. Еще один интересный факт о волчьем зрении – оно у них хуже, чем у людей. Волки не могут различать цвета. Однако волчьи глаза обладают отличной способностью распознавать движения. 64. Семья волков. Волки собираются в стаи по 20 и более особей. Альфами волчьей стаи являются только самые сильные самец и самка, а спариваться могут только альфа-волки. Все члены волчьей стаи должны помогать друг другу, а также вынашивать детенышей. Вместе рождается не менее 4-6 детенышей. Волки размножаются только зимой и рожают весной.
Перед родами они прячутся в подземных норах или берлогах. Когда они выходят на охоту, то работают вместе, чтобы найти достаточно пищи. Во время еды волчьи стаи в первую очередь кормят своих самцов. Волк может стать альфой, только если бросит вызов альфе своей волчьей стаи. Если волк проиграет вызов, ему придется покинуть волчью стаю и стать одиноким волком. Волки – существа, ориентированные на семью, и обычно устанавливают прочные отношения со своими семьями и волчьими стаями. Они заботятся друг о друге и готовы умереть за свою семью. Они защищают всех членов своей семьи и остаются с ними на всю жизнь, поскольку смерть одного из членов семьи станет для них большой проблемой. 65. Охота. Когда волки выходят на охоту за пищей, они обычно не нападают на встреченную добычу. Вместо этого они нападают на больных, нездоровых, раненых или пожилых жертв, а здоровые убегают и продолжают размножаться. Волки даже помогают другим животным в интересах экосистемы. Падальщики, такие как орлы, обычно поедают волчьи отбросы. 66. Питание. Многие люди считают волков страшными и свирепыми животными, но волки охотятся только для того, чтобы выжить. Волки превосходят другие виды животных, потому что они заботятся о выживании и сотрудничают друг с другом. Другие животные конкурируют друг с другом за еду, а волки охотятся и собирают пищу для своих семей. 67. Волки как биологический вид удивительно разнообразны. Говоря «волк», мы чаще всего имеем в виду обычного серого волка, относящегося к самому распространенному из всех ныне существующих виду Canis lupus. Ученые полагают, что современные серые волки произошли от небольшого животного, носившего название волк Мосбаха, ныне вымершего, который жил в Евразии с середины до конца плейстоцена. Его потомки, благодаря потрясающей способности к адаптации, в течение сотен тысяч лет господствовали на огромных пространствах Евразии и Северной Америки, постепенно разделяясь на множество подвидов. Как ни странно, но споры о том, насколько велико разнообразие волков, ведутся до сих пор. По разным оценкам, ученые выделяют от 8 до 38 подвидов. В Северной Америке к ним относят призрачного арктического волка, большого северо-западного волка, маленького мексиканского волка и восточного, или лесного волка, которого некоторые специалисты вообще считают отдельным видом. Существует также загадочный красный волк Canis rufus, редкий вид, тоже классифицируемый либо как отдельный вид, либо как подвид серого волка, возникший в результате скрещивания с койотом. Евразийский волк – самый крупный из нескольких подвидов Старого Света, он же самый многочисленный и с самым большим ареалом. Он делит континент с северным тундровым волком, гималайским волком, обитающим в пустыне арабским волком и бродящим по равнинам Индостана индийским волком. Помимо собственно серых волков, род Canis включает близкородственные виды, типа койотов и золотых шакалов, а также два других вида, известных как эфиопский волк и африканский золотой волк. 68. Раньше волков было намного больше. Даже при таком разнообразии и относительном изобилии представителей Canis lupus, на Земле сейчас живет гораздо меньше волков и меньше видов, чем когда бы то ни было. Летопись окаменелостей выявила множество интересных видов волков и волкоподобных животных, например, включая знаменитого так называемого ужасного волка Aenosian dirus, а также гиперплотоядных ксеноционов или странных собак, которые могут быть предками современных африканских диких собак. Однако помимо естественного вымирания в доисторические времена, на численность волков повлияла война, которую люди веками вели с этими животными. По данным Международного союза охраны природы, серый волк когда-то был самым распространенным млекопитающим на Земле, но преследование со стороны людей сократило его ареал как минимум на треть. Попутно были уничтожены несколько уникальных подвидов, среди которых в Северной Америке оказались черный волк Флориды, волк Великих Равнин, волк долины Миссисипи и техасский волк, а в Евразии – японский волк, волк Хоккайдо и сицилийский волк.
69. Древние так называемые ужасные волки, судя по всему, не были волками. Вымерший так называемый ужасный волк обитал по всей Северной Америке примерно 13 тысяч лет назад, то есть до того времени, как большая часть мегафауны континента исчезла в результате естественных климатических изменений. Эти животные были сопоставимы по размерам с сегодняшними самыми крупными серыми волками, но обладали очень сильными челюстями, способными без труда раздавить кости. Как полагают ученые, они специализировались на крупной добыче, такой как лошади, бизоны, наземные ленивцы и мастодонты. Опираясь на сходство окаменелостей ужасных волков и современных серых волков, ученые длительное время считали, что оба вида были тесно связаны родственными узами. Однако проведенный в начале 2021 года анализ выделенной ДНК ужасного волка показал, что они с серыми волками всего лишь очень-очень дальние родственники. Их сходство, по-видимому, является результатом конвергентной эволюции, а не тесного родства, поскольку родословная ужасного волка отделилась от линии, ведущей к современным псовым, почти 6 миллионов лет назад, и никогда больше с ней не пересекалась. 70. Альфа-волки – это просто мамы и папы. Мы уже рассказывали об иерархии волков, но есть еще одна точка зрения на это. В этом пункте мы хотели бы взглянуть на этот вопрос с другого ракурса. Серые волки обычно живут стаями, от 6 до 10 особей, во главе которых стоят доминирующие разнополые пары. Лидеров стаи принято называть альфа-волками, и они, по мнению многих, завоевывают господство грубой силой, в кровавых схватках подминая под себя остальных, чтобы буквально по их костям подняться вверх на иерархической лестнице. Эта точка зрения широко распространена, но, возможно, ошибочна. Многие эксперты считают термин «альфа-волк» устаревшим, утверждая, что он совершенно неправильно описывает то, как работает волчья стая. Один из них – биолог Дэвид Мех, который несколько десятилетий назад помогал популяризировать идею альфы, сейчас призывает отказаться от ее использования. Концепция альфы подразумевает прямое соперничество с другими, в результате которого победившая особь признается лидером, пишет Мех на своем веб-сайте. На самом деле альфа-волки – это просто родители остальных членов стаи, состоящие из подростков и молодых взрослых особей из разных пометов. Другими словами, большинство вожаков достигли своего положения, просто спариваясь и рожая щенков, которые затем и стали их стаей. 71. Волки – семейные животные. Повзрослев, некоторые волки по разным причинам покидают родную стаю и пробуют начать жить самостоятельно. Большинству из них, не в последнюю очередь благодаря общительности, через некоторое время удается найти подходящего партнера, с которым чаще всего они остаются вместе на всю жизнь. Образование пары означает рождение новой волчьей стаи или нуклеарной семьи, основной социальной единицы у волков. Волчицы приносят потомство раз в год, как правило, в конце зимы или ранней весной. Беременность длится около 63 дней, по истечении этого срока на свет появляются от 4 до 6 щенков, абсолютно слепых, глухих и полностью зависящих от своей матери. За волчатами ухаживают все члены стаи, включая их родителей, старших братьев и сестер. Щенки быстро развиваются, они начинают выходить за пределы логова уже через 3 недели с момента рождения, а к 6 месяцам вырастают почти до размеров взрослой особи. Волки достигают зрелости в 10 месяцев, но могут оставаться со своими родителями в течение нескольких лет, прежде чем решают уйти в свободное плавание. 72. Волки – настоящие мастера общения. Волки действительно воют по ночам, но вопреки распространенному мнению, их вокализации никак не связаны с полной луной. Протяжным воем они передают сообщения своим сородичам, причем услышать и понять смысл сигнала волки способны, даже находясь за 15 километров от его источника. Вой помогает волкам собрать свою стаю, найти пропавших членов семьи или защитить территорию. В ходе повседневного общения волки издают множество других звуков, таких как разного рода рычание, лай, скулёж и хныканье.
Помимо этого они широко используют язык тела, включая зрительный контакт, мимику и различные позы. Невербальные сигналы очень важны. Например, при помощи особого сигнала взглядом волки координируют действия членов стаи во время групповой охоты, не издавая звуков, которые могли бы насторожить добычу. Одну из ключевых ролей в процессе коммуникации играет мощное обоняние волков. Благодаря ему волки обмениваются большими объемами информации, используя несколько типов запаховой маркировки, включая мочеиспускание с поднятой лапой или стоя на ногах, мочеиспускание на корточках, дефекацию и почесывание. 73. Люди и собаки раздражают волков. По вполне понятным причинам мы не можем до конца понять эмоциональные переживания представителей другого вида. Один из немногих доступных способов объективной оценки уровня стресса, который испытывают дикие животные, это изучение уровня кортизола, содержащегося в фекалиях, оставленных ими в те или иные периоды жизни. Сравнение этих показателей с данными, полученными в ходе повседневного взаимодействия животных, может указать на источник и глубину стресса. Таким образом удалось выяснить, что смерть члена стаи вызывает, по словам ученых, серьезный стресс у остальной части социальной единицы. Судя по данным других исследований, волки испытывают стресс от присутствия людей. Кроме того, они беспокоятся, если рядом с местом их обитания свободно гуляет стая бродячих собак, а изучение глюкокортикоидов в кале серых волков, обитающих в 3 крупнейших национальных парках США, показало, что им еще и жутко не нравятся снегоходы. 74. Волкам нужно много места. Волчьим стаям требуются большие пространства, чтобы обеспечить их достаточным количеством ресурсов. Размер территории может очень сильно варьироваться в зависимости от климата, рельефа местности, обилия добычи и присутствия других хищников. По данным Службы по рыболовству и дикой природе США, отдельные стаи серых волков контролируют площадь от 100 до 2500 квадратных километров. Волки редко живут поодиночке, но из-за большого размера территории, контролируемой небольшой стаей, возник миф об их стремлении к уединению. Во время охоты волки могут совершать марш-броски на большие расстояния. Их крейсерская скорость неспешной рысью составляет порядка 7 км в час, но на коротких дистанциях, к примеру, в моменты активной погони, волки способны разгоняться почти до 70 км в час. 75. С помощью голоса животные способны передавать чрезвычайно сложные сообщения о нахождении определенного зверя в конкретной зоне. 76. Было бы ошибкой думать, что волки между собой совсем не дерутся. Стая будет ревниво охранять собственные охотничьи угодья от чужаков, как от волков-одиночек, так и от других семейств. Более того, молодые волки активно дерутся, друг с другом борясь за самок и территорию. Тем не менее, когда кто-то все-таки становится вожаком, в новой семье будет железный порядок. Что интересно, следит за дисциплиной не только вожак, но и его спутница жизни. 77. Размер одной волчьей стаи редко превышает 15 особей. Семьи молодых волков могут быть намного меньше. Во время длинных переходов в стаю ведут самые старые, самые опытные, но в то же время и самые слабые волки. Если что-то случится, то первыми с врагом или жертвой столкнутся именно старики. Как бы цинично это ни звучало, их, с одной стороны, не жалко. С другой стороны, старые волки самые опытные и уже скорее всего не дадут потомства. А вот молодежь в случае чего должна обязательно выжить, чтобы стая не погибла полностью. Кроме того, старые волки, идущие впереди, задают темп движения всего семейства, ведь плетись ветераны позади, они не смогли бы угнаться за буйным молодняком. 78. Столкновение двух хищников за право быть альфой со стороны выглядит жестоко. Иногда поединки волков действительно могут закончиться смертью одного из хищников. Однако такое все-таки случается очень редко. Волки – животные социальные. А потому рано или поздно один из оппонентов просто сдастся на милость более сильного.
Последний же никогда не станет целенаправленно расправляться со слабым, особенно, если тот уже признал авторитет победителя и выразил готовность подчиняться. Общаться волкам помогают многочисленные жесты и мимика. 79. В семьях волков есть что-то вроде сиделок и воспитателей. Далеко не всегда кормит и следит за волчатами именно та самка, что произвела щенков на свет. Нередко щенки передоверяются другим волчицам, пока более сильные или молодые особи охотятся. В больших стаях волков также могут появляться так называемые дядюшки. Обычно это совсем старые волки, которые уже не могут охотиться со всеми, а потому находятся у стаи на содержании. Дядюшки, в свою очередь, охраняют и воспитывают молодняк, в том числе, не позволяя своим рыкам и мудрым оскалам передраться излишне активной молодежи. 80. Формально вожак стаи является лидером всего семейства. Однако организацией и воспитанием прекрасной половины волчьего общества он не занимается. За женские разборки отвечает альфа-самка, супруга вожака. Именно она возглавляет волчиц, не позволяет им драться, а также назначает сиделок для щенков, появившихся в семье. 81. Определяя погодные условия, волки способны слышать звуковые сигналы, которые звучат на расстоянии 9 километров. 82. В давние времена волки проживали лишь в пустынях и тропических лесах. 83. Волки могут пройти более 60 километров за один день в поисках пищи. 84. Ацтеки волчьей печенью лечились от меланхолии. 85. Некоторые древние греки верили, что поедание плоти ягненка, убитого волком, может превратить вас в вампира. По словам греческого ученого Секста Плацита, если положить под подушку голову волка, то можно вылечиться от бессонницы. 86. Волки являются одними из немногих животных, которые могут сбивать жертву с ног при охоте на крупных животных, таких как лоси или олени. 87. Одна из основных черт характера волка – неофобия, то есть боязнь всего нового, непривычного. И при этом очень ярко выражено любопытство, стремление выяснить, несет ли новая угрозу стая. На пике такого психологического конфликта волки и живут. 88. Волки делают очень много запасов и схронов, особенно когда главная волчица стаи готовится к материнству. И тут же о них забывают. Оказывается, волки делают запас не для себя, а для будущих щенков. Добыть свежее мясо удается не всегда, но волчата не должны голодать. А если на семейной территории сделано много тайных кладовочек, то у малышей гораздо больше шансов прокормиться и выжить. 89. Волки необычайно умные животные и одни из лучших охотников. Они способны считать, вычислять траекторию движения жертвы, изучать ее привычки и повадки, выбирать тактику и распределять роли в будущей охоте. Они могут затаиваться, выжидать, по несколько дней преследовать выбранную мишень. Могут запоминать запах врага, могут отомстить спустя несколько лет. 90. Зимой, при передвижении по глубокому снегу, волки идут гуськом. Один волк следует за другим, наступая вслед предыдущего волка. Поэтому узнать по следам количество волков в стае весьма непросто. Дорожка следов волка очень ровная, выглядит как практически прямая линия. Это верный признак которой позволяет отличить след волка от следа собаки. След взрослого волка имеет длину от 9,5 до 10,5 см, ширину от 6 до 7 см, у волчицы следы значительно меньше по размерам, длина следа от 8,5 до 9,5 см, ширина от 5 до 6 см. Волк держит лапу в комке, поэтому отпечаток следа волка более рельефный, чем у следа собаки. Кроме того, два средних пальца у волка вынесены вперед, а два боковых пальца отставлены назад. Если провести прямую линию между кончиками боковых пальцев, то у волка основания средних пальцев лишь чуть-чуть зайдут за эту линию, а у собаки за линией будет около трети подушечки средних пальцев.
91. Волки больше реагируют на движение, чем на звуки. 92. Из органов чувств у волка лучше всего развито обоняние, на втором месте слух и на последнем месте зрение. Последние исследования показывают громадное значение обоняния для волка. При наблюдении за стаей волков в 82% случаев волки обнаруживали лося чутьем и только в 18% случаев на слух. 93. При кусании зубами волки создают давление 300 кг. 94. Волки являются загадочными животными, которых почитали арабы, римляне и индейцы. О волках в мифах и фольклоре мы расскажем в заключительном пункте этого видео. 95. Если самка засыпает, то волк-самец охраняет ее. 96. Волк способен запомнить больше информации и быстрее координировать свои действия, чем собака. 97. Когти волков способны стачиваться от прикосновения к земле. 98. Волки – это очень живучие и выносливые животные. 99. Активность волка, который не получает питания, сохраняется на протяжении 10 дней. 100. У волка в пасти обычно 42 зуба. Наиболее заметны клыки, они могут достигать в длину более 6 см. 101. Германия считается первой страной, которая занялась охраной волчьих стай. 102. В человеческом обществе считается аморальным поднимать руку на женщину. Среди волков тоже существует негласный запрет на агрессию по отношению к самкам. Например, когда дерутся два волка, самка прикрывает горло своего самца, и агрессивный соперник не смеет укусить самку. 103. Флажковая охота – популярный способ поимки волков. Принято считать, что серые разбойники боятся красного цвета, поэтому не могут перескочить через красные флажки. На самом деле это миф. Волки – дальтоники. Они видят мир исключительно в черно-белом цвете. А боятся они флажков из-за запаха. Флажки пахнут людьми, костром, порохом и множеством других пугающих запахов. Именно поэтому хищники стараются не приближаться к флажкам. 104. Медведь – признанный царь лесов Евразии и Северной Америки. Оспорить его лидерство может разве что тигр. Считается, что волки не представляют угрозу для медведей. Это в общем-то так. Но иногда случается, что косолапые становятся жертвами волков. В особо голодные зимы серые разбойники нападают на молодых мишек. А в редких случаях они даже задирают медведей в их собственных берлогах. 105. Волки способны бежать, не останавливаясь, на протяжении 20 минут. 106. Зимой волчья шерсть очень устойчива к морозу. 107. Размножаться волки могут, достигнув возраста 2 лет. 108. Аутоиммунное заболевание волчанка или туберкулез кожи в буквальном смысле означает «красный волк», потому что в XVIII веке врачи считали, что болезнь развивалась после укуса волка. 109. Волчата за первые 4 месяца после рождения могут увеличиться в размере до 30 раз. 110. В брачный период волки более агрессивны. 111. От 6000 до 7000 волчьих шкур по-прежнему ежегодно продается в мире. Поставляются они главным образом со стороны России, Монголии и Китая и используются чаще всего для пошива одежды. 112. Многочисленные попытки дрессуры волков свидетельствуют о том, что эти хищники больше реагируют не на звуковые команды, как собаки, а на движение тела и махи руками. 113. Волка, которого выгнали из стаи, либо он сам ее покинул, называют одиночкой. 114. Первые настоящие волки появились около 1 800 000 лет назад. 115. Каждый волк имеет разный характер, одни самоуверенные и дерзкие, другие осторожные. 116.
Охотится каждая стая волков только на собственной территории. 117. Проявляя нежность друг к другу, волки трутся мордами и облизываются. 118. Больше всего волки двигаются по весне. 119. Волки очень привязаны к собственным детям. 120. Охота на волков считалась популярнейшим увлечением знатных людей. 121. Волки способны реагировать на человека, который имитирует вой. 122. Когда волк испытывает тревогу, он поднимает голову вверх. 123. В Индии до сих пор используются простые ловушки для поимки волков. Эти ловушки представляют собой ямы, замаскированные ветками и листьями. Волки попадают в яму на острые колья, а люди добивают их сверху камнями. 124. В мире насчитывается около 300 тысяч волков, 30 тысяч из них в России. 125. Доказано, что у волка умственные способности лучше, чем у собаки. Ученые Венского ветеринарного университета провели эксперимент, в котором участвовали 15 щенков-дворняжек и 14 волчат 6-месячного возраста. Всем животным, участвовавшим в эксперименте, было продемонстрировано, как дрессированная собака с помощью зубов и лап открывает деревянный ящик с едой. Затем каждый щенок смог попробовать справиться с такой же задачей самостоятельно. Результат поразил ученых, только 4 дворняжек справилось с заданием, зато все 14 волчат смогли открыть коробку, используя те же приемы, что и дрессированная собака. Эксперимент доказывает, что волчата хорошо запоминают и способны учиться. 126. Человека волки не боятся ни капельки. 127. Волчий вой может звучать в разных диапазонах. 128. Несмотря на то, что волки являются хищными животными, они также едят морковь и арбузы. 129. Даже при наступлении смерти волки попытаются спасти ближнего. 130. Черные волки имеют большую сопротивляемость инфекционным заболеваниям. 131. Волчицы весят примерно на 5-10 кг, меньше, чем самцы. 132. Волчата, которым исполнилось 1,5 месяца, уже могут убегать от опасности. 133. В случае дефицита питания волки питаются падалью. 134. Волки могут убивать лисиц, но съедать их они не станут. 135. В неволе хорошо размножаются красные волки. 136. У серого волка большая и тяжелая голова. 137. Большая часть волчьего подшерстка по весне выпадает, а по осени вырастает. 138. В одном и том же логове волки-койоты живут по несколько лет. 139. Волки-койоты имеют продолжительность жизни, которая составляет 10 лет. 140. Уважение к вожаку волчьей стаи показывается специальными мимическими движениями этих животных. 141. Волки в логове проживают попарно. 142. Когда зубки новорожденного волчонка начинают прорезаться, мать натирает ему десны своим языком. 143. В процессе охоты на других животных волки применяют метод выматывания. 144. Держать волка в питомнике не получится, потому что он за короткое время может научиться открывать замок. 145. Преимущественно волки оседлые животные, но при этом в поисках корма кочуют на очень большие расстояния. Как говорят биологи, в дикой природе они занимают свою нишу. 146. Окрас волков часто соответствует тем местам, в которых они обитают. Например, у пустынных волков окрас с рыжим оттенком, у тундровых – белый, а у лесных варьируется от светло-серого, серо-бурого до черного. 147. Хвост волка – это своеобразный индикатор, выражающий его чувства. Если он высоко поднят, а кончик немного изогнут, то это означает,
что волк вполне уверен в своих силах. Дружелюбно настроенное животное хвост опускает, но самый кончик его поднят вверх. Волк, поджимающий хвост, либо чего-то боится, либо сообщает о своей покорности. 148. Волчья стая выходит на охоту только на свою, ограниченную территорию. Хозяева очень ревностно охраняют и метят ее. Это является предупреждением для соседей, что им лучше держаться от данной земли подальше. 149. Голодный хищник без пищи может сохранять активность до 10 дней. Раненое животное уходит от охотников на несколько километров. Окруженное охотничьими собаками, оно яростно защищается до последнего вздоха. 150. Волк – распространенный мотив в мифах народов, рядом с которыми они обитают. Волки издревле связаны с людьми. Древние скотоводы боялись и ненавидели волков из-за нападений на домашний скот, а охотники-собиратели их уважали. Страх перед волками существует во многих человеческих обществах. Интересно, что волк в разных мифах и сказках предстает то благородным охотником, предком целого рода, то глуповатым разбойником, то коварным злодеем. В иранской мифологии люди считают волка темным животным, поскольку он по поверьям одержим злым духом Ариманом. Для древних индейцев волки были учителями и следопытами, а в скандинавской мифологии их недолюбливали. В Монголии люди считают волков, особенно человека-волка, символом удачи. В Библии волки ассоциируются с разрушением и жадностью. Турецкий народ также признает волка своим предком. Древние греки ассоциировали волков с Аполлоном, богом света и порядка. Древние римляне связывали волка с богом войны и земледелия Марсом и верили, что основатели их города, Ромул и Рем, были вскормлены волчицей. Скандинавская мифология включает страшного гигантского волка Фенрира и Гэри и Фреки, верных питомцев Одина. Многие племена считали волков своими прародителями и тотемными животными. Скандинавия, Греция и Кавказ. Одно из самых ранних письменных упоминаний волков встречается в вавилонском эпосе о Гильгамеше. Главный герой отвергает домогательство богини Иштар, напоминая ей, что она превратила предыдущего любовника, пастуха, в волка, то есть в то самое животное, от которого следует защищать стада. В скандинавской мифологии волки занимают особое место. Здесь существует гигантский Фенрисульфр, или Фенрир, старший отпрыск Локи и Ангрбоды, которого боялись и ненавидели асы, и сыновья этого волка, Скел и Хати. Фенрир был связан богами, но в конечном итоге ему суждено перерасти свои узы и поглотить Одина во время Рагнарёка. К тому времени он станет таким большим, что когда разинет пасть, его верхняя челюсть будет касаться неба, а нижняя земли. Он будет убит сыном Одина, Видаром, который ударит его ножом в сердце либо разорвет ему пасть. Два отпрыска Фенрира в Рагнарёк поглотят солнце и луну. С другой стороны, волки Гэри и Фреки были верными питомцами бога Одина, которые считались добрыми предзнаменованиями. Подобно валькириям, они ищут отважных воинов, чтобы еще больше заполнить чертоги Вальхалы, собирая защитников для Рагнарёка. Слово «волк», «вольф» или «вульф» используется как фамилия и имя у германоязычных народов. Например, имя Адольф происходит от сочетания слов «адел» – «благородный» и «волк», Рудольф – от «хрот», «слава» и «волк». В истории святого Эдмунда говорится, что когда вторгшиеся датчане обезглавили английского короля IX века, одинокий волк целый год охранял его голову, пока король не был должным образом похоронен. Кельтские герои, такие как Талиесин и Гвидиан, также принимали облик волков. В Скандинавии, Северной Германии и Нидерландах было большой удачей встретить волка или медведя в путешествии, а встретить зайца несчастьем. Однажды Зевс превратил царя Акадии в волка, после того, как за его столом подали человеческое мясо. Некоторые говорят, что король был первым оборотнем. В другой греческой истории беременная Лето переоделась волчицей, спасаясь от гнева Геры, спрятавшись среди стаи волков. После побега она родила Зевсу сына Аполлона, который в результате стал ассоциироваться с волками. Некоторые из его храмов считали волка священным.
Баснописец Эзоп изображал волков в нескольких баснях, показывая проблемы оседлого овцеводческого мира Древней Греции. Его самая известная басня «Мальчик, который кричал волки», рассказывает о тех, кто нарочно поднимает ложную тревогу. В других его баснях есть тема доверия между пастухами и сторожевыми собаками против волков, а также близких отношений между волками и собаками. Хотя Эзоп показывал волков, чтобы критиковать человеческое поведение, его басни усиливали образ волка как лживого и опасного животного. Название страны Грузия происходит от арабо-персидских слов «гурджан» или «гурзан», «Гурджистан», что означает «страна волков». Волк является национальным символом Чечни. Согласно фольклору, чеченцы рождены от волчицы. Одинокий волк символизирует силу, независимость и свободу. Горцы равны и вольны, как волки. В отличие от лисы и медведя, в Финляндии волка долгое время боялись и ненавидели. Волк был символом разрушения и опустошения. Само слово «волк» на финском языке, «суси», также означает «бесполезная вещь». В то время как медведь был у финнов священным животным, на волков долгое время охотились и безжалостно убивали. Волка представляли как неумолимого и злобного хищника, убивающего больше, чем успевающего съесть. Согласно легенде, основание литовской столицы Вильнюса началось, когда великому князю Гедиминасу приснился воющий у холма железный волк. Литовскую богиню Медейну описывали как одинокую, не желающую выходить замуж, но сладострастную и красивую охотницу. Ее изображали в виде волчицы в сопровождении волков. Индия. В молодости бог Кришна превратил свои волосы в сотни волков. Ему нужно было убедить своих товарищей, что пора переезжать в другой лес. Волки поедали телят, похищали детей и нападали на случайных людей, заставляя их переселяться на новое место жительства. Поклонявшиеся богине Кали серьезно относились к волкам. Секта бандитов, служивших богине, практиковала ограбление с бескровным убийством через удушение. Каждый человек, которого они убивали или грабили, на самом деле был жертвой богини. Во время выполнения миссии, если волк переходил дорогу слева, это расценивалось как знак отменить нападение. Если волк переходил дорогу справа, это означало, что богиня хочет продолжения убийства. Если днем выл волк, бандиты должны были покинуть территорию. Вой с полуночи до рассвета тоже был плохим знаком. Предзнаменования рассматривались как прямые приказы Кали, переданные через ее волков. Иран. Ближневосточные предания считают волка доброжелательным духом и защитником людей. Согласно зороастрийским преданиям, Зороастр в детстве был отнесен девами в логово волчицы, чтобы дикий зверь убил его. Но волчица приняла его как своего детеныша и привела в логово овцу, которая вскормила ребенка. В зороастрийской легенде невозможно было, чтобы волчица сама давала молоко младенцу, так как волки считаются девскими существами и причисляются к самым жестоким из животных. Когда римляне вторглись в Северную Африку, волк вытащил меч спящего капитана и унес его прочь. Также известно, что волки охотятся и убивают злых духов и джиннов. В Ираке некоторые камни-талисманы считаются джиннами, скрывающимися от волков. Некоторые джинны похожи на волков, но они не родственники, так как волки их злейшие враги. Это добрые духи, которые противостоят джиннам. Рим. В римской мифологии волки связаны с Марсом, богом войны и земледелия. Капитолийская волчица выкормила Ромула и Рема, сыновей Марса и будущих основателей Рима. Младенцев-близнецов приказал убить их двоюродный дедушка Амулий. Слуга не смог убить их и оставил на берегу реки Тибр. Река понесла колыбели близнецов вниз по течению, где под защитой речного божества Тиберина их усыновила волчица, известная на латыни как Лупа, животное, священное для Марса. В античности волчица считалась символом Рима, как самими римлянами, так и народами, находившимися под их властью. Лупа Романа была культовой сценой, которая в первую очередь представляла идею римского мира. Когда образ волка использовали в римских провинциях, это означало выражение верности Риму и императору. Слово «лупус» – «волк» использовалось в Риме как имя и прозвище.
Отношение к волкам отличалось от отношения к другим крупным хищникам. Римляне старались не причинять волкам вреда. На них охотились не для удовольствия, а только для защиты стад, их не ловили на продажу. Волк в Азии. В китайской астрономии волк представляет Сириус и охраняет небесные врата. В Китае волк традиционно ассоциировался с жадностью и жестокостью, а эпитеты волка использовались для описания дурного поведения, такого как грубость, волчье сердце, недоверие, волчий взгляд и разврат, волчий кекс. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И в индуизме, и в буддизме на волке ездят боги-защитники. В ведическом индуизме волк является символом ночи, а дневной перепел должен вырваться из его пасти. В тантрическом буддизме волки изображаются обитателями кладбищ и разрушителями трупов. Райдзю – громовой зверь, бог синтоистской религии. Ему приписывают вызывание грома. В то время как Райдзю обычно спокоен и безвреден, во время грозы он впадает в буйство и прыгает по деревьям, полям и даже зданиям. В Японии слово «аками» означает «волк» и «великий бог». Согласно японской мифологии, волк защищает горы и леса, а также помогает нуждающимся людям. Японские фермеры, выращивающие зерно, поклонялись волкам, чтобы защитить свои фермы. В истории ацтеков волчью кость затачивали и вонзали в грудь больного. Считалось, что это отсрочивает смерть. В Ирландии раньше было много поговорок о волках. Ее называли землей волков, потому что там существовало множество волчьих стай. Там охотились на этих хищников ради забавы и спорта. В Финляндии волки считались символом разрушения, поэтому люди относились к ним как к злым животным. В сербской поэзии волк – символ мужества. В другом японском мифе пахари, выращивающие зерно, когда-то поклонялись волкам в святилищах и оставляли подношения еды возле их логова, умоляя защитить урожай от кабанов и оленей. Считалось, что талисманы и обереги, украшенные изображениями волков, защищают от огня, болезней и других бедствий и приносят плодородие. Народ айнов считал, что они родились от союза волкоподобного существа и богини. Японский волк вымер более 100 лет назад, но иногда все еще сообщают о том, что видели его. В это трудно поверить, так как волк может спрятаться за одинокой травинкой, принять форму воробья или стать полностью невидимым. Являясь стражем гор, японский волк является олицетворением дикой природы и средством общения с ней. В префектуре Вакаяма рассказывают о том, что жители деревни однажды спасли жизнь волку. Позже волк вернулся и оставил оленя у границы деревни в знак благодарности. Японский волк мал по сравнению с другими волками, но бесстрашен, особенно ночью. Одинокий волк будет следовать за идущим через лес, защищая его, если это честный человек, и съедая его, если это злодей. Считается, что волосинки с бровей японского волка обладают магическими свойствами. Они всегда даются волкам добровольно, их нельзя отнять силой. В некоторых историях волосы дают владельцу возможность видеть истинные формы людей и приносят удачу. В тайной истории монголов говорится, что монгольские народы произошли от союза лани и волка. Чингисхан был их прямым потомком. В современной Монголии волк до сих пор считается символом удачи, особенно для мужчин. В монгольской народной медицине считается, что употребление в пищу кишечника волка облегчает расстройство желудка. Монгольские мифы объясняют привычку волка убивать без разбора. Когда небо создало всех животных, оно объяснило волку, что он может съесть одну овцу из 1000. Однако волк неправильно понял и подумал, что небо велело ему убить 1000 овец и съесть одну. В тюркской мифологии волк почитается как предок этого народа. В Северном Китае солдаты совершили набег на маленькую тюркскую деревню, но там остался один маленький ребенок. Старая волчица с небесно-голубой гривой по имени Ашина нашла младенца и выкормила его. Затем волчица родила 10 сыновей, полуволков-полулюдей, от которых и произошли тюрки. Их потомки в течение нескольких поколений выли перед тем, как отправиться в бой, призывая своего предка волка помочь им одержать победу. Арктика и Северная Америка. В большинстве культур коренных американцев волки
ассоциируются с храбростью, силой, верностью и успехом в охоте. В Северной Америке коренные жители почти всегда считают волков своими родственниками. Народы, которые когда-то полагались на охоту больше, чем на сельское хозяйство, больше всего восхищаются волком. Инуиты говорят, что самый первый мужчина женился на волчице. Их дети рождались парами, одна девочка и один мальчик, и каждый говорил на своем языке. Дети покинули логово и бродили повсюду, в конце концов заселив всю землю. Истории о браках с волками встречаются в преданиях и других коренных народов Америки. Истории часто похожи друг на друга. Родственник или односельчанин предает мужчину или женщину и бросает умирать. Затем волки спасут изгоя, и один из них женится на нем или на ней. В конце концов человек вернется в свою деревню или племя. У них почти всегда есть силы, подаренные им волками, которые помогут им вернуть свое и отомстить. Союзы между людьми и волками могут объяснить, почему глаза волка похожи на человеческие. Бела Кула на Тихоокеанском северо-западе говорят, что кто-то однажды пытался превратить всех животных в людей, но ему удалось изменить только глаза волка. Тихоокеанские индейцы и коренные народы традиционно верят, что касатка и волк на самом деле одно и то же существо. Волчья стая ныряет в волны и становится стаей в море, используя те же стратегии охоты под водой. Затем они выпрыгивают на берег и снова становятся волками, охотясь на берегу и в лесах. Возможно, в Северной Америке волк никогда не считался пищей. Обычно после убийства забирали только шкуру и другие части тела, как лекарство. Перед традиционной охотой на волков шайены и другие народы сначала проводили церемонию очищения. Чероки также считают, что следует проявлять почтение, потому что охота на волков может вызвать месть других хищников и лишить племя дичи. Оружие, убившее волка, больше никогда не сработает. Многие племена считают настоящим создателем земли волка. Арикара и Аджибви верили, что дух человека-волка создал великие равнины для них и других животных. Многие племена считают волков близким родственником человека. Волк предан своей стае, как и индейцы преданы племени. Племя Навахо было известно проведением церемоний исцеления, во время которых они призывали волков восстанавливать здоровье больным. Перед битвами воины Апачи молились, пели и танцевали, чтобы обрести силу и храбрость волков. Навахо традиционно считали, что ведьмы превращаются в волков, надевая волчьи шкуры, убивают людей и совершают набеги на кладбище. Индейцы Сиу называют декабрьскую луну луной, когда волки бегут вместе. Христианство. В Библии волки упоминаются, обычно как метафоры жадности и разрушительности. В Новом Завете Иисус использовал волков как иллюстрацию опасностей, с которыми столкнутся его последователи, если пойдут за ним. Волк неоднократно упоминается в священных писаниях, как враг стада, метафора злых людей с жаждой власти и нечестной наживы, а также метафора сатаны, который охотится на души невинных христиан, противопоставленная пастырю Иисусу, который хранит свое стадо в безопасности. Большая часть символики, которую Иисус использовал в Новом Завете, вращалась вокруг пастырской культуры. Христос использует образ волка в овечьей шкуре, предостерегая людей от лжепророков. Католическая церковь часто очерняла волков, дабы создать образ настоящих дьяволов, бродящих по миру. Волки являются либо посланцами Бога для наказания грешников, либо агентами дьявола, посланными с Божьего благословения, преследовать истинно верующих и проверить их веру. Легенды о святом Франциске Ассизском говорят, что он подружился с волком. Город Губия страдал от нападений волка, который пожирал домашний скот и людей. Франциск Ассизский жалился над горожанами и отправился в горы, чтобы найти волка. Страх перед зверем заставил всех его спутников бежать, но святой продолжал идти вперед и, найдя волка, перекрестился и велел никому не причинять вреда. Чудесным образом волк сомкнул пасть и лег к ногам святого Франциска. «Брат Волк, ты причиняешь много вреда в этих краях и наделал большого зла», — сказал Франциск. «Все эти люди обвиняют и проклинают тебя. Но, брат Волк, я хотел бы помирить тебя с людьми.
Затем Франциск привел волка в город и, окруженный испуганными горожанами, заключил договор между ними и волком. Поскольку волк сделал зло от голода, горожане должны были регулярно кормить волка, а взамен волк обещал больше не охотиться ни на них, ни на их стада. В песне номер 1 Ада Данте главный герой встречает волчицу, преграждающую путь к холму, залитому светом. Волчица олицетворяет грехи вожделения. В жизнеописании блаженного Себастьяна де Апарисия в XVI веке есть рассказ о том, что в юности его жизнь была чудесным образом спасена волком. Во время вспышки бубонной чумы его родители вывезли его из города на карантин и оставили его в хижине в лесу. Он лежал беспомощный и больной, но волчица нашла хижину и понюхала, а затем укусила и лизнула зараженное место на его теле. С этого момента он начал выздоравливать. Оборотни. Концепция превращения людей в волков и наоборот присутствовала во многих культурах. В одном греческом мифе говорится о том, что Ликаон был превращен Зевсом в волка в наказание за злые дела. Легенда об оборотне широко распространена в европейском фольклоре и включает людей, добровольно превращающихся в волков, чтобы нападать и убивать других. Наваха традиционно считали, что ведьмы превращаются в волков, надевая волчьи шкуры. Динаины верили, что волки когда-то были людьми и считали их братьями. Верный способ обнаружить оборотня – это узнать его по человеческим глазам. Глаза – это зеркало души и не меняются при смене обличия. В Швеции волки служат лесным ведьмам, варгаморам. Говорят, что животные находятся под защитой и контролем ведьм. Некоторые считают, что старые женщины умеют превращать своих жертв в рабов-волков. Истории об оборотнях были распространены по всей Европе до относительно недавнего времени. В Боснии такое могло случиться просто, если волк лизнул кровь человека. В другом месте существовало поверье, что глоток воды из отпечатка лапы также может сделать оборотнем. В Польше полоска человеческой кожи, перекинутая через порог дома, где проходила свадьба, превращала всех, кто переступит через нее, в волков. По всей Европе волки стали ассоциироваться со смертью и миром духов. В 11 приходят волки, в 12 открываются могилы мертвецов, гласит немецкая народная поговорка. В славянских преданиях волк был самой частой личиной вампира. В славянских языках используется термин «оборотень», происходящий от общеславянского вукадлак «волчий мех». Традиционное сербское поверье гласило, что вампиры должны превращаться в волков. Другое поверье, что вампир не может навредить волку, но укус волка может его уничтожить. Считалось, что греческому оборотню суждено стать вампиром. Душа живого человека покинет его тело и войдет в волка, которым он одержим. Но после смерти они стали нежитью. Еще одно славянское поверье о смерти гласило, что человек, рожденный в один день с волком, умрет вместе с животным. Со временем церковь начала преследовать оборотней и волчьи братания. Одна женщина в Швейцарии была приговорена к смертной казни в 1423 году за общение с волками, в том числе за верховую езду на них по ночному небу, так же, как это делает великанша Херокин в «Младшей Эдди». В 1487 году трактат «Молот ведьм» Malleus Maleficarum заявил, что оборотни служат дьяволу, что придало сельским легендам легитимность. Обычно считалось, что ведьмы могут принимать форму волка. Потом в районах, где волк был искоренен, колдовскими животными стали кошки, зайцы и собаки. Валлийская история XIII века иллюстрирует, как относились к волкам в христианских общинах. Однажды принц Левелин отправился на охоту, оставив свою верную собаку Геллерта охранять сына. Когда он вернулся, его сын пропал без вести, а пасть собаки была в крови. Принц в ярости убил свою собаку. Однако вскоре принц обнаружил своего сына живым под опрокинутой колыбелью. Он также нашел тушу убитого волка. Волк проник в крепость в поисках добычи и был убит собакой-защитником. Раздавленный горем из-за смерти верного пса, принц Левелин похоронил верную собаку и, как говорят, больше никогда не улыбался. В конце концов, волки стали настолько злыми, что обычным явлением стали истории о том,
как они охотятся на христиан под Рождество. Некоторые оборотни могли стать волками только на Рождество и во время летнего солнцестояния. Считалось, что рожденным в канун Рождества или на Рождество суждено стать оборотнями. Это может быть отголоском веры, силу зимнего солнцестояния и темного времени года. Страх перед волками привел к их массовому истреблению во многих местах северного полушария. Волков так ненавидели, что убивали миллионами. Охотникам на волков в Европе и Канаде предлагались большие награды. До 20 века люди рассказывали истории об особо злых и коварных волках. Им придумывали злодейские имена, такие как оборотень с Орехового озера или призрачный волк из скалистых гор. Волк в сказках. Волки часто являются персонажами сказок. Волк Изенгрим – персонаж, впервые появившийся в латинской поэме XII века Исингримус, является главным персонажем в цикле Рейнарда, где он выступает за низкое дворянство, в то время как его противник, лис Рейнард, представляет крестьянского героя. Волк Изенгрим навсегда стал жертвой остроумия и жестокости Рейнарда, часто умирая в конце каждой истории. Считается, что сказка «Красная шапочка», впервые записанная в 1697 году Шарлем Перро, еще больше способствовала дурной репутации волка в западном мире. Большой злой волк стал злодеем, способным имитировать человеческую речь и маскироваться под человека. Он предстал в сказках как аллегорический сексуальный хищник. Вспомним мифы о волке-предке племени, и давайте представим, как могла происходить встреча волка-перевертыша и юной девушки на темной лесной дорожке. В этой истории много общего с историями из классической Греции и Рима. Ученый Грэм Андерсон сравнил эту историю с местной легендой, в которой каждый год непорочная девушка предлагалась в жертву злобному духу, одетому в шкуру волка. Затем однажды появился борец Евтимос, который убил духа и женился на девушке, предназначенной в жертву. Диалог между волком и красной шапочкой имеет аналогии со скандинавской старшей Эдой. Великан Тримр украл Мьёльнир, молот Тора, и потребовал себе богиню Фрейю в жены как выкуп за молот. Вместо этого боги нарядили Тора невестой. Когда гиганты замечают, что глаза переодетого Тора не похожи на глаза девицы, Локи объясняет им, что Фрейя не спала, не ела и не пила из-за тоски по жениху. Тема хищного волка и существа, вышедшего целым и невредимым из его чрева, также отражена в русской сказке «Петя и волк» и в другой сказке братьев Гримм «Волк» и «Семеро козлят», но общая тема восходит к библейской истории Йоны, вышедшего из чрева кита. Злодейские персонажи волки также появляются в сказке о 3 поросятах и многих других. Впрочем, не только злодеем или хулиганом может выступать волк в сказках. В сказках об Иване Царевиче серый волк – верный друг и помощник Ивана в походе за жар-птицей, оберегающий его от опасностей. Когда царь посылает сыновей добыть жар-птицу, обещая в награду полцарства, младший, Иван-Царевич, встречает говорящего серого волка, который предлагает стать его скакуном и помощником в поисках. Благодаря серому волку Ивану удается добыть жар-птицу и выкрасть Елену Прекрасную. Однако коварные братья Ивана убивают его и отнимают добычу. Но волк спасает царевича, принеся мертвую и живую воду. Тот живым возвращается домой и женится на Елене Прекрасной. А как вы думаете, серый волк добрый или злой персонаж? Напишите в комментариях. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 интересными фактами о волках. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Волк занимает позицию суперхищника в современных экосистемах, и его удаление из них не приводит ни к чему хорошему. Как и многие высшие хищники, волки играют важную экологическую роль, поддерживая стабильность своей среды обитания. Речь не только о том, что волки, санитары леса, избавляют популяцию травоядных от больных и слабых особей. Ярким примером влияния волков на экосистему стали широко известные события, произошедшие около 100 лет назад в Йеллоустонском национальном парке, где к 1920 году по соображениям безопасности серые волки были полностью уничтожены.
Идея сделать Йеллоустон свободным от хищников поначалу казалась чиновникам многообещающей. Осознание того, какую ошибку они совершили, пришло позже, когда в парке резко возросла популяция лосей. Без волков, которые могли бы сократить их численность или заставить травоядных мигрировать в другие районы, растущие стада лосей в Йеллоустоуне начали наносить природе парка непоправимый вред. Они ели молодые осины настолько быстро, что рощи не успевали восстановиться, пожирали источники пищи, необходимые другим видам, уничтожали растительность вдоль берегов ручьев и болот, усиливая эрозию. Также, из-за отсутствия конкуренции, увеличилось количество койотов, что поставило под удар местных велорогов. По сути, парк умирал. В 1995 году, после 30 лет попыток исправить ситуацию силами охотников, было принято решение вернуть в парк волков. Началась реинтродукция волков в Йеллоустоун, благодаря чему численность лосей быстро сократилась с 20 тысяч до менее чем 5 тысяч особей. Исследования показали продолжающееся восстановление осиновых, тополевых и ивовых деревьев, рост численности бобров и прибрежных певчих птиц в районах, где их популяция устойчиво сокращалась или совсем отсутствовала с 1930-х годов. Для баланса нужно было не так много хищников. Сейчас в Йеллоустонском национальном парке живут чуть более сотни волков в 8 стаях, и еще несколько сотен обитают в прилегающей к парку экосистеме. Вот такими у нас получились 150 интересных фактов о волках. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.